Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем разбор на основании поэмы о старом моряке, старом мореплавателе Сэмюэла Колриджа. Предыдущий аркан «Колесо фортуны» был словно вступительное произведение, а потому рекомендую посмотреть его, если хотите послушать всю поэму и больше познакомиться с автором. Если же вкратце пересказать, о чем сама поэма, буквально в нескольких предложениях, то внезапный прохожий, старый моряк, на улице встречает Колриджа и рассказывает о своей серьезной ошибке юных лет, когда он был членом экипажа на корабле. Он ни за что убил Альбатроса, который вывел их корабль из ледяного плена коварных вод Антарктики. После чего товарищи по команде обвинили моряка во внезапном приходе тумана и сильного холода и связали это с гибелью птицы. Разгневанные и растерянные, они заставили моряка носить мертвую птицу на шее, чтобы напоминать ему о своем проступке. Затем начинают происходить странные и зловещие события, в том числе появление призрачного корабля, управляемого смертью и кошмарной жизнью во смерти. Эти две сущности разыграли всю команду в кости, кому кто достанется. Участь нашего моряка – остаться в живых. Пока корабль вяло дрейфовал на холодном ветру, моряк наблюдал, как его товарищи один за другим впадали в безумие и умирали. Его одного пощадили, оставив созерцать разрушение, которое он причинил своим проступком. Но в конце концов он оказывается спасенным. Сначала ангелами выведен из той застойной мертвой воды, а затем спасен на лодке из тонущего корабля. А теперь давайте переходить к разбору карты подробнее. Обратите внимание на гравюру, которую компания Los Carabeo использовала для своей карты. Мы видим множество крылатых созданий, ангелов и корабль вдали. Скорее всего, Гюстав Доре показывает момент, когда они только подплывают к кораблю, чтобы помочь ему выйти из вод Антарктики. Кстати, хотел поделиться с вами, хотел рассказать, что зачастую бывает довольно проблематично определить, к какой части повествования относится та или иная гравюра. Это связано с тем, что не все книги мне доступны на английском или французском, онлайн я имею в виду. А даже если и так, то не всегда нарисованная гравюра в отсканированной книге относится к тому тексту, что рядом на страницах. И на деле получается так, что я имею набор, скажем, из 30 гравюр, и у меня задача состоит в том, чтобы, читая текст уже на русском, найти соответствие с гравюрой. То есть, где она в тексте. Вы же понимаете, что фантазия Гюстава Доре увидела одно, а я в тексте читаю и представляю другое. Вот и сейчас в идентификации двойки мечей возникли трудности. Я читаю в книге такие строки. «До полдня слышен зов, как бы в июньскую жару журчанье ручейков, что нежным голосом поют тиши ночных лесов». Итак, до полдня плыли мы средь полной тишины. Спокойно двигался корабль, влеком из глубины. Это теперь я с уверенностью могу сказать, что эти слова относятся непосредственно к изображению на аркане. А почему? Потому что у меня есть другие гравюры, которые студенты из университета Баффало заботливо отсканировали и выложили у себя на сайте в хронологическом порядке. Соответственно, я беру предыдущую гравюру, и что там? Мертвые моряки, которые выполняют свою работу. Возвращаюсь на несколько четверостишей назад по тексту поэмы и читаю. Они стенают и дрожат. Они встают без слов, и видеть странно, как во сне встающих мертвецов. На всякий случай перехожу к следующей гравюре после двойки мечей. И что там вижу? Сцена бури, корабль, вставший на дыбы, сверяюсь с текстом, над мачтой солнце поднялось. Идти нам не дает, но через миг опять корабль вдруг подскочил из вод почти во всю свою длину. Он подскочил из вод. Итак, нашли и определились с описанием аркана в тексте поэмы. Как же это поможет нам раскрыть суть карты глубже? Само собой,
полное понимание истории. Что случилось до этих событий? Наш герой убивает альбатроса, из-за чего на его корабль теперь послано проклятие. Кстати, а вам никакой современный фильм не напоминает этот сюжет? Корабль-призрак, команда мертвых матросов, которая, тем не менее, выполняет свои функции. Нет? Ну, значит, мне показалось. Нет, так нет. Так вот, корабль проклят, как и все члены экипажа, и наш моряк становится виновником этого. Он вынужден нести тяжелый груз всего произошедшего и не в силах воротить это вспять. Но появление иных существ, ангелов, вносит кардинальные перемены. Теперь из безнадежной ситуации корабль вновь начал свое движение, выход из тех страшных вод. И вот в этом помогли иные светлые силы, которые вписались за моряка. Хотя проклятие, кстати, с него еще не снято. На тот момент. А почему они за него вписались? Потому что он в отчаянии и раскаянии молился святому. Он, можно сказать, ушел в себя, что очень созвучно с классической двойкой Уэйта. Если дать такую общую характеристику двойки мечей, то она про нерешительность, про трудный выбор, тупиковую ситуацию. Это означает, что вы находитесь, словно на распутье, но не желаете принимать решения из-за страха или из-за отрицания. Может возникнуть борьба между головой и сердцем. Стоит также сказать, что двойка – одна из тех карт, в которых книжные значения и наработки специалистов, они прям разнятся. Так, книги зачастую говорят, что карта в целом благоприятна, но практикующие тарологи считают, что она скорее отрицательна. Моя, хоть и небольшая практика, но также подтверждает мнение, что это негативная карта, чаще всего. Я имею в виду карту из классической колоды Уэйта, поскольку колодой Дере еще не пользуюсь, пока не изучу вместе с вами все карты. Напоминаю вам о 7 пунктах. Да, они по-прежнему не теряют своей актуальности. Это пункты, на основании которых мы можем проанализировать любой из арканов. Пункт 1. Я называю его «внутри» или «снаружи». Пункт «внутри» и «снаружи» показывает, либо мы что-то делаем, тогда это наше внутреннее, или над нами что-то делают, что-то происходит вокруг нас, тогда это внешнее. Внутреннее – это когда мы сами внутри себя имеем такие сомнения или противоречия, не можем выбрать между двух равнозначных, но, скорее всего, плохих вариантов. Это наша внутренняя борьба между, например, логикой и интуицией. Внешнее же проявление влияния – это когда некие силы, или способ действия, может быть, другого человека ставят нас словно на распутье или сооружают преграду, когда выбирать очень сложно. В общем, как вы поняли, основное отличие состоит в том, от кого исходит инициатива – от нас или от внешних обстоятельств, кем бы или чем бы они ни были представлены. Пункт номер 2 – это арканы до и после. Держите в голове аркан предшествующий и последующий в колоде. Туз мечей и тройка мечей. Понимание их роли поможет глубже осмыслить двойку мечей. Туз мечей показывает символ самой масти. Он словно вручает нам в руки меч. По этому аркану все предельно ясно, прозрачно, просто и однозначно. Но если ты тугой, чтобы понять все с первого раза и взять меч в руки, или если кто-то нарисовался с таким же вторым мечом, вот и получается двойка. А 2 меча – это вам не 2 кубка, тут не дружбой, а конфликтом попахивает. А тройка – а вот если вам удалось договориться и найти, так сказать, компромисс даже в такой сложной ситуации, то тройка и показывает 3-й меч, который словно разрешил спор, найдена золотая середина. Ну а если не найдена, то тогда тройка в реверсе показывает явный конфликт
И по-хорошему было бы неплохо, мысленно хотя бы вернуться в двойку и снова покопаться в себе. А что я могу изменить в своих внутренних настройках? Смысл вы поняли. 2 соседних аркана помогают полнее раскрыть суть рассматриваемой карты. 3 пункт. Статика или динамика. Спору нет, что классика Уэйта – это статичная карта. В ней все об этом говорит. И сидячая поза, и спокойная такая прям мертвая вода, и завязанные глаза у девушки. А вот карта из колоды Дере совершенно иная. Посмотрите на этого летящего ангела. Он явно настроен по-боевому. А вода какая шумная, и волны прям расходятся от крылатого создания в стороны очень активно. Так что этот аркан однозначно динамика, причем такая стремительная. 4. Буквальное прочтение. Буквальное прочтение очень часто может выручить, особенно когда вопрос не предполагает такого глубокого проникновения в карту, а скорее ответа типа «да-нет». Тогда чаще всего мы читаем оракульно, то есть обращаем внимание не на смысл, который стоит за картой, а то, что изображено непосредственно. 2 мечей из колоды Дере, в отличие от классики, показывает неспокойную воду, явный намек на бурные эмоции и выяснение отношений. Ангел, летящий на помощь, корабль-призрак где-то там вдали. А посмотрите на вот это черное небо. Ничего хорошего оно не сулит. Но которая, между прочим, в верхней части карты просветлела, а значит ситуация меняется в лучшую сторону. 5. Символика. Обращайте на нее всегда внимание и ищите скрытые подсказки. Запоминайте их. Они будут для вас словно ключики, открывающие потайные двери в более глубокий смысл карты. У Уэйта это и закрытая поза девушки в виде скрещенных рук на груди, повязка на глазах, спокойная вода позади, камни там же спрятанные, и месяц, луна. Впрочем, на уэйтовской карте мы в этом цикле лекций внимание не заостряем, а лишь сопоставляем. Ну а вот на карте из колоды Дере как таковой символики нет, устоявшейся, я имею в виду традиционно не сложилась ввиду молодости колоды. Но сама история, написанная Колриджем, помогает нам понять аркан глубже. Мы просто вспоминаем поэму летящих ангелов, которые спешат на помощь, и что они были вызваны внутренней молитвой моряка. 6. Это масть карты или знак зодиака. Конечно, смотрим на масть карты или зодиакальный дом, который стоит за арканом. В данном случае это масть мечи, то есть это воздух, это прояснение, внесение ясности, сбрасывание каких-то неочевидных, завуалированных вещей. Это то, что лежит на поверхности. Если же обратиться к зодиакальному дому, то в данном случае это 2 дом, который отлично перекликается с самим смыслом 2 мечей. Включение 2 дома означает, что человек вдруг обнаруживает нечто, отличающееся от него самого. И с одной стороны, оно способно ему приносить благо, а с другой быть угрозой. И это нечто является окружающим миром. А реальность по 2 дому такова, что этот мир теперь необходимо ставить в расчет. Но по 2 дому все же «я» человека больше проявлено, чем окружающий мир. И он считает себя важнее внешнего пространства. 2 дом в общем и целом поднимает проблему взаимодействия с окружающим миром. Человек словно впервые осознает, что в этой вселенной он не один, и ему надо с ней взаимодействовать. Хотя ощущение пупа земли не проходит, а потому такой человек может стремиться подчинять себе то, что сочтет своим. Это не 7 дом, когда появляется какой-то конкретный враг или партнер, а это скорее такая общая этика и модель поведения в социуме. 2 дом определяет самочувствие человека в среде, его отношение к ней, ее восприятие и поведение в ней.
И понятное дело, что в зависимости от уровня развития второго дома в человеке, он будет либо чисто потребительски относиться к окружению, считая все своим и подчиняя все своей воле, либо на высоком уровне развития он будет считать себя неотъемлемой частью пространства, воспринимая его не только глазами, то есть видя не только материальный мир, но и мир тонких планов – духовный, ментальный, каузальный. Отчетливо при этом видя, как все эти миры, все эти планы связаны друг с другом, влияют друг на друга и взаимодействуют. 7. Магия числа. Число 2 в нумерологии считается магическим. Оно представляет двойственность, баланс, партнерство и отношения. 2 – это число, которое связывает нас с другими и помогает нам строить отношения. Оно объединяет противоположности и создает гармонию посредством контраста. В эзотерических традициях число 2 представляет инь и ян, мужское и женское начало, свет и тьму, дух и материю. Двойка рассматривается как число отражения и связано с Луной. То есть, как Луна отражает свет Солнца, так и двойка словно отражает противоположность. Это означает мудрость, интуицию, сотрудничество и служение другим. Число 2 словно просит нас признать нашу двойственную природу и найти баланс. Число 2 преобладает также в природе. Есть парные глаза, уши, руки, ноги, 2 половины мозга и так далее. Исторически двойка обозначала партнерство от таких фигур, как Рэм и Ромул до Бонни и Клайда. Важные двойственности и дихотомии включают мужчина-женщина, добро-зло, жизнь-смерть, право-лево. Число 2 представляет основу человеческим отношениям, такие как брак и дружба. В целом 2 – это основополагающее символическое число во всех культурах. Итак, запомните эти 7 пунктов и пользуйтесь ими подобно шаблону анкеты при каждом знакомстве с арканом. А если вдруг в какой-то момент так случилось, что вы смотрите на расклад и не понимаете, с чего начать, просто вспомните эти пункты или хотя бы один из них, и дело сдвинется с мертвой точки. Ну и в конце концов это поможет вам избежать грубых ошибок, как, например, забыть придать значение масти карты или не увидеть динамику там, где она явно есть. А сейчас давайте подробнее посмотрим, как наша двойка мечей отыгрывается в каждой из наших сфер жизни. Основных их 4. Это наше саморазвитие, карьера, продвижение вверх в социуме, финансовая сфера и отношения. Отдельно поговорим о перевернутом значении карты. Саморазвитие. Двойка мечей второго символизирует потребность в самоанализе. Взгляд внутрь себя, чтобы обрести ясность и принять важные решения. А как это можно сделать? Что это означает на практике? Это означает, что необходимо отключиться от отвлекающих факторов и прислушаться к своему внутреннему голосу. Если хотите, то попросту изолировать себя на время от внешних раздражителей, то есть буквально уединиться, потому что, чтобы уйти из себя, в свои мысли при орущем телевизоре, чавкающем муже или ржущих коллегах будет ой как сложно. А двойка побуждает к глубокому самоанализу, чтобы лучше понять себя. С какими трудностями мы можем столкнуться на пути самопознания, о которых так заботливо предупреждает двойка мечей? На классической карте изображена женщина с завязанными глазами, держащая 2 скрещенных меча, что указывает на нерешительность и внутренний конфликт. Это может означать ощущение, что вы застряли между 2 вариантами или путями. Повязка на глазах указывает на растерянность, неуверенность или уклонение от трудного решения. Режим страуса включается. Эта карта призывает вас честно проанализировать свои мотивы и страхи. История, изображенная на карте из колоды Дере, также нас относит к тому, что у старого моряка сейчас словно завязаны глаза. Он не видит, куда ему двигаться.
Что же он делает? Кто помнит? Верно, он обращается к святому. Он молится, и тот присылает ему на помощь ангелов. Они не взялись из ниоткуда и не пришли по собственной инициативе. Импульс дал им моряк, обратившись внутрь себя с помощью молитвы. Ведь все происходящее на корабле насквозь пропитано магией, и мы доподлинно не знаем, это было проявлено буквально в физическом мире или происходило внутри моряка. Ведь это могла быть его внутренняя реальность. Как на практике прорабатывать двойку мечей, когда речь идет о саморазвитии? Можно заняться медитацией. Да, мы часто слышим эту фразу, и она уже такая просто заезженная. Но на деле, кто из нас всерьез это практиковал на регулярной основе? К примеру, дней 40, чтобы можно было говорить о каком-то личном опыте. Также можно заняться ведением дневника. Да, такое простое, но эффективное решение. Помогает структурировать бурный поток своих мыслей. Есть такое мнение, что если вы в состоянии записать проблему в нескольких предложениях, то считайте, что она уже решена. И снова, это прописная истина, и она работает. Третье, чем можно заняться, это тихим созерцанием, чтобы обрести внутреннюю ясность. Что это такое? Выбираете удобное время и уединенное место. В лесу, на озере, на крыше многоэтажки. Наблюдайте, как происходит что-то монотонное и меняющееся. Бег облаков, плеск волн, шум травы в поле. Из необычного я однажды провел, наверное, около часа, может быть, даже 2, сам того, кстати, не осознавая, при входе в супермаркет. Просто наблюдая за тем, как выходят и заходят люди. Я стоял и пил потихоньку воду из бутылки, за глоток, но на деле я на самом деле смотрел на людей. Я же для них был как часть антуража при входе, поскольку каждый из них спешил по своим делам и не обращал внимания, кто там стоит рядом с теми тележками. Двойка подает сигнал отступить от внешних отвлекающих факторов и успокоиться, чтобы ваша внутренняя мудрость могла подняться и направить вас. Она есть у каждого с рождения. Доверяйте своей интуиции, снимите повязки с глаз отрицания или замешательства, освободите место для самоанализа среди внутренних конфликтов. Смело встречайте трудные истины, чтобы обрести самопознание. В конце концов, просто попробуйте один из перечисленных выше вариантов, или найдите свой способ. Уверен, что вам понравится такой вариант решения проблем и успокаивания своих мыслей. Карьера. Следующая важная сфера нашей жизни. Первое. Если речь идет о поиске новой работы, то двойка может указывать на то, что вы застряли на своем нынешнем месте или же чувствуете, что находитесь на распутье своей карьеры. Возможно, вам предстоит принять решение, но вы не уверены, какой вариант выбрать. Двойка мечей призывает вас тщательно взвесить все «за» и «против» и прислушаться к своей интуиции. Эта карта предполагает, что, возможно, пришло время искать новую работу или сменить карьеру, поскольку ваша нынешняя роль может больше не соответствовать вашим навыкам, интересам и ценностям. Внесение изменений может привести к большему балансу и удовлетворению потребностей в плане финансов, семьи, и каких-то ваших личных амбиций. Второе. Если, к примеру, вопрос касается текущей работы, или сотрудничества с партнерами, то это может указывать на необходимость компромисса и поиска этой золотой середины с коллегами или со второй стороной, с партнерами. Могут существовать разные точки зрения, требующие балансирования. Эта карта советует быть дипломатичным, находить взаимовыгодные решения для обеих сторон, избегать принятия чьей-либо стороны в конфликтах, если таковые имеются.
Третье в карьере в перевернутом значении двойка мечей часто показывает избегание трудного решения или отрицание ситуации. Возможен отказ взвешивать варианты или неспособность найти компромисс. В вопросах карьеры это может указывать на нерешительность, на замешательство или тупик, связанный с выбранным направлением. То есть вот вроде как бы направление есть, но ступор какой-то. Пришло время оценить, что удерживает вас от ясности и быть готовыми признать нежелательную истину. Эта карта призывает обратиться за советом со стороны и получить непредвзятую точку зрения. Третья сфера – финансы. В мире финансов двойку мечей я разделил на несколько сфер. Первое. Например, вы обдумываете крупную покупку, скажем, дома, машины или другого ценного имущества. Эта карта советует проявлять осторожность и тщательно все взвесить, прежде чем делать эти покупки. Вроде бы это и так очевидно, скажешь ты. Но если выпадает двойка мечей, значит тут нужно уделить вот прям особое внимание этому вопросу, провести исследование, опять-таки взвесить за и против. Второе. Как финансовый консультант, двойка мечей говорит, что нужно избегать необдуманного выбора. Найдите время, чтобы изучить этот вариант со всех сторон. Проконсультируйтесь с экспертами и доверенными лицами. Когда путь впереди кажется неясным, затуманенным, ключевым моментом должно быть терпение и планирование. А потому не спешите и прибегните к помощи специалиста. Выслушайте второе мнение по финансовому вопросу. Третье. Если же рассматривать двойку мечей как предсказательный инструмент, то ваш финансовый прогноз, скорее всего, будет оставаться туманным. Как минимум какое-то время, пока вы не обретете большую ясность, опять же таки, благодаря самоанализу или обращению за советом к специалисту. Четвертое. Насколько успешными будут инвестиции по двойке мечей? Если ничего не менять, то прогноз негативный. И только при разумном планировании результат может быть положительным. И потенциальный риск необходимо опять сопоставлять с теми же потенциальными выгодами. Пятое. Какие подводные камни в финансовых вопросах таит в себе двойка мечей? Это импульсивные решения, когда эмоции зашкаливают, берут верх. Отрицание потенциальных недостатков, то есть способность видеть однобоко, например, только положительные стороны. Отношения. Следующая важная сфера нашей жизни. Двойка мечей в отношениях поможет не только раскрыть суть происходящего в паре, но и дать ценные советы. Я выделил несколько ключевых моментов для отношений. Первое. Если вы или ваш клиент все еще одиноки, то выпавшая двойка говорит, что наслаждайтесь этим временем в своей жизни. Стоит вот сейчас сосредоточиться на себе, на своих целях, на своем хобби. Не спешите вступать в отношения только потому, что чувствуете, что просто должны быть в них. Так должно быть, как у всех. Правильный человек придет, когда придет время. Второе. Если же вы уже состоите в отношениях, то выпавшая двойка мечей говорит, что общение является ключевым моментом. Обязательно обсуждайте любые вопросы открыто и честно. Прислушивайтесь к потребностям друг друга. Идите на компромисс, когда можете. Цените друг друга каждый день. Найдите время для свиданий и качественного времяпрепровождения вместе. Поддерживайте мечты друг друга. Третье. Что делать, если вы поссорились? Выпавшая двойка мечей говорит: дайте себе немного времени, чтобы остыть, прежде чем спокойно обсуждать проблему. Используйте предложение, которое начинается с фразы «я чувствую», и троеточие, чтобы выразить свою точку зрения. Избегайте обвинений и нападок. Идите на компромисс
и извиняйтесь, когда это необходимо. Сосредоточьтесь на решении проблемы, а не на победе, на своей победе в битве. Третье. Какой лучший совет может дать двойка мечей в отношениях? Сделайте своего партнера приоритетом. Чаще проявляйте привязанность, поддерживайте его интересы, разделите обязанности, представляйте друг другу пространство, когда это необходимо. Будьте открытыми и честными. Слушайте без осуждения, сочувствуйте трудностям, празднуйте победы друг друга, цените отношения. Четвертое. А как же не стать тряпкой в отношениях? Двойка мечей показывает, что необходимо общаться четко и спокойно. Не надо сдерживать внутри себя обиду, копить ее. Обязательно поделитесь своими чувствами. Если надо, то идите на компромисс. Не позволяйте себя контролировать. Тактично и вежливо напомните о важности уважать независимость друг друга. Цените каждый день друг друга. Помните, что одного разговора будет недостаточно зачастую, а потому наберитесь терпения и не кричите: «Я же тебя уже говорил, мне что, 100 раз повторять?» Вежливо, но настойчиво отстаивайте свои и семейные ценности. Это процесс, а не какая-то единоразовая акция. Высказались, сказали и все, дальше только кричать. Нет. Реверс. Вот как перевернутая двойка мечей может отыгрываться в разных сферах нашей жизни. Первое. В саморазвитии указывает на то, что либо мы сами избегаем важного решения, или же чувствуем, что есть какие-то внешние преграды, которые стопорят и не дают двигаться вперед, отчего вместо ясности может присутствовать страх и нерешительность. В карьере это избегание принятия важных решений или, снова-таки, внешние преграды, не дающие двигаться вперед к целям и проектам. Третье. В финансах. Финансовые решения избегаются, или вы не понимаете, как лучше всего поступить в денежных вопросах. Преобладают страх и неуверенность. Нет ясного понимания. Четвертое. В отношениях. Это нерешительность, страх и избегание решения конфликта, когда дело касается важных моментов. Возможно, вы игнорируете проблемы или чувствуете, что чисто физически не можете сделать выбор, который надо было бы уже сделать. Пятое. Позитивное значение перевернутой двойки мечей заключается в том, что ранее заблокированные эмоции теперь можно выразить и справиться с ними. Вы готовы принимать решения и двигаться вперед, избавившись от нерешительности или растерянности. В виде заключения к двойке мечей хотел бы сказать, что она предлагает стремиться к балансу в своей жизни, как внутреннему, так и внешнему. Это может включать в себя поиск здорового баланса, скажем, между работой и личной жизнью, поддержание эмоциональной стабильности и гармонизации различных аспектов вашей личности. Работайте над созданием мирной среды для себя и окружающих. Это может включать практику терпеливого общения, мирного разрешения конфликтов, а также практику осознанности или медитации для укрепления внутреннего мира. Помните, что и вы, и мир дуальны, а потому признайте, что противоположные силы или идеи могут сосуществовать и даже дополнять друг друга. Научитесь принимать противоречия в себе, в окружающем мире, в окружающих людях и работать с ними, а не пытаться навязать единую точку зрения. Занимайтесь умственными исследованиями и принимайте новые идеи, поскольку это может привести к личностному росту и к самопознанию. Присоединяйтесь к дискуссиям и будьте открыты к различным точкам зрения. Это расширит ваше понимание мира. Те из вас, кто
дотерпел и досмотрел до этих слов, предлагаю присоединиться к телеграм-каналу. Ссылка будет в описании. В нем я стараюсь регулярно поддерживать дух тарологов, делая небольшие посты в виде публикаций. Нас сейчас мало. Активно присоединяйтесь, станем с вами чуточку ближе. Я желаю вам развивать свое самосознание, которое поможет определить области для улучшения и поддерживать ваш путь роста. Всем удачи и до встречи. До свидания.